Всем привет, друзья! Я Сергей Полянский, и вы смотрите «Мир музыки». И сегодня у нас очень интересный выпуск, посвященный целиком и полностью гитарам S by Solar. Это бюджетная линейка гитар Solar, которая на самом деле ничуть не хуже, чем оригинал, на мой взгляд. Давайте посмотрим, что же они из себя представляют. В руках у меня сейчас самая металлевая, наверное, гитара. Это телекастер с одним хамбом. В общем, наверное, мечта любого металлиста. Черная гитара с черным датчиком, с перевернутой башкой, с огромной буквой S. Все, кстати, гитары в этой линейке сделаны из тополя, с кленовыми грифами, с палисандровыми накладками. В различных формах и цветах они доступны. Есть модели чуть подороже с флойд-роузами, с кантиком. В общем, такие прикольненькие, мы обязательно их тоже посмотрим. Но начать предлагаю с телека. Начать я захотел с этой гитары, потому что здесь есть один маленький бонус. Если снять пикгард, то вы обнаружите там уже прорезанную полость для дополнительного датчика и кучу свободного места для того, чтобы установить там дополнительную ручку, переключатель звукоснимателей и запихнуть туда носки и трусы, если вы едете в тур. В общем, очень удобная гитара во всех отношениях. Еще очень главный и важный момент конкретно для меня — это то, что когда вы берете эту гитару там со стойки в магазине, да, или вам снимают ее для того, чтобы поиграть, вы, естественно, сразу смотрите на ценник. Как я уже говорил, это бюджетная линейка, она вообще недорогая, в принципе. Насколько я знаю, компания Solar очень долго искали фабрику в Китае, которая, в общем, смогла бы делать инструменты такого качества за небольшую цену. Вот, наконец-то они их нашли. Спустя там несколько лет эти инструменты увидели свет, они попали, наконец-таки, мне в руки и в магазин «Мир музыки». И, в принципе, всем они доступны для того, чтобы их потрогать, пощупать и, в общем, испытать примерно те же ощущения, что испытываю сейчас я. Очень приятные инструменты. Да, даже вот не включая в усилок, на них просто прикольно играть. Гитары с корпусами из тополя, с грифами из клена. Крепится гриф на 5 болтах, тоже фишечка Solar, они ее оставили и в своих бюджетных моделях. Очень удобно здесь доступ к последним ладам, сделаны всячески анатомический скос. Но, в общем, формы все они сохранили от оригинала, скажем. Так что давайте слушать, что же это за монстры. Ну, прикольный, мощный, достаточно ровный звукан. В общем, тяжелый, метальной, не знаю. У меня вот только положительные эмоции от этих инструментов, особенно зная их цену. Клево. Могу поставить 5 на данный момент, по крайней мере, да, вот по первым впечатлениям, 5 компании Solar гитарам S by Solar. Давайте посмотрим какую-нибудь другую гитарку из этой линейки. Ну так что ж, черную гитару мы посмотрели, давайте послушаем, как звучит белая гитара. Для любителей белых гитар. Любителям белых гитар посвящается. White Metal в массы.
Не знаю, все время, когда играю на гитарах Solar, почему-то у меня звук сразу ассоциируется с Соло Энглом. Не понимаю, почему. Все время вспоминаю какие-то его ролики, как он на этом постоянно же просто на этих гитарах играет в своих роликах. Все время слышу этот звукан какой-то, не знаю. Есть в общем, какой-то вайб у этих инструментов, видимо, свой собственный. Даже несмотря на то, что это совершенно другие гитары, здесь стоят другие датчики, они сделаны вообще в другом месте, но тем не менее звучит как Solar. Строит вроде бы везде, на всех аккордах мне не вызвало тошнотворного ощущения, опять же. Аккорд, взятый после 12-го лада. Единственное, что датчики здесь крепятся на рамочке, а не в корпус. Ну, в общем, это для того, чтобы просто немножко удешевить производство, да, и уменьшить окончательную стоимость инструмента. Еще хочу отметить момент с покрытием инструмента, потому что вот конкретно этот инструмент имеет матовое покрытие, телек также матовый, черный матовый, белый матовый. И есть, в общем, доступные инструменты, в общем, в глянцевом исполнении и еще в разных цветах, которые мы обязательно тоже сейчас посмотрим. Ну что ж, дорогие друзья, как я говорил, вот в моих руках гитара S by Solar красного цвета. Здесь есть какой-то даже топчик. Гитара топчик, здесь есть топчик. Из красного цвета, она глянцевая, лакированная, такая красивая, но гриф все-таки матовый, как я люблю. Также на 5 болтах. Единственное отличие, то, что здесь есть Флойд. Если вы любите всякие трюки, фишечки с Флойдом, либо хотите познакомиться поближе с тем, что это такое, вот можно смело пробовать этот инструмент. Здесь стоят 2 хамба, 3-позиционный переключатель звукоснимателей, как и на всех инструментах с 2 датчиками здесь. Отдельно, да, еще забыл я сказать про то, что здесь установлены, ну, естественно, какие-то ноунейм хамбакеры, но они все достаточно прикольно звучат, у них очень большой металлевый выхлоп. Я так понимаю, что, в общем, чуваки из компании Solar тоже приложили к этому руку и, думаю, перебрали там миллионы вариантов этих ноунейм датчиков, прежде чем остановиться на тех, которые установлены на этих инструментах. Послушаем, как это звучит, как звучит красная гитара. Не знаю, может быть, за счет того, что гитара покрыта лаком, звучит она как-то немного басовитее, что ли, джиджинистей, чем предыдущая. Ну, как бы это не в минус предыдущим, просто чуть-чуть по-другому звучит инструмент. Плюс здесь установлен Floyd Rose, может быть, это тоже играет свою роль. Да, если вы любите лакированные гитары, глянцевые и флайды, то смело тоже могу посоветовать вам попробовать этот инструмент. Есть еще такой же, синенького цвета, вот такой.
Прикольненький. Прикольненький, синенький инструментик. S by Solar. И хочу, в общем, перейти к следующему инструменту, про который я почему-то забыл упомянуть ранее. Это семиструн. Вот, мой любимый размер и формат. Давайте посмотрим и послушаем, что может семиструн. Так вот, дорогие друзья, такой замечательный семиструн от компании S by Solar. Та же самая гитара в корпусе Type A. Единственное, что здесь мензура 26,5 дюймов, увеличенная специально для того, чтобы играть еще тяжелее и ниже. 7 струн, трехпозиционник, 2 хамба. В общем, все то же самое, просто семиструнное. Если интересуетесь семерками, вот хотите попробовать что-то новенькое для себя, советую тоже обратить внимание на этот инструмент, затестить его. Единственное, я бы, наверное, только поставил струнки сюда потольше. Потольше. Так, в общем-то, наверное, все. Давайте послушаем, что он может. Удобно, что самое главное, удобно. Никто, тем более, не мешает, если что-то не устраивает в инструменте, поменять, например, датчики, да, поставить струны потолще. На самом деле, очень может радикально изменить звучание в лучшую сторону сразу же. Ну, если что-то не устраивает. О, господи, друзья, смотрите, что у меня в руках. Белый, как снег, Explorer. 2 хамба, трехпозиционник, Tune-o-matic, струны сквозь корпус здесь у нас, ручка громкости, тон, гриф на 5 болтах. Еще мне нравится всегда, когда голова грифа в тон корпусу. Это очень красиво, на мой взгляд. Не знаю, как вам, пишите в комментариях. Давайте послушаем, что же может... Вот что забыл. Здесь мензура чуть короче, 24,75. Ну, в общем, стандарт для подобного рода инструментов.
Прикольненький, ровненький инструмент. Удобно, по крайней мере, в таком положении сидит в руках. Никуда не улетает. Есть куда положить руку. Тоже, кстати, не знаю, всем ли удобна такая форма, потому что в отличие от Type-A здесь нет специальных вырезов. Ну, мне кажется, просто было бы их очень непросто выполнить в таком формате. Кому-то, может быть, покажется неудобной эта форма, но она очень эффектно смотрится при игре стоя и на концертах. Возможно, даже из-за того, что здесь чуть больше дерева, чем в остальных гитарах, да, на стандартных суперстратовских формах, возможно, она звучит как-то более сустейнистей, не знаю, что ли. Дорогой друг, а если ты все-таки не Джеймс Хэтфилд, а Кирк Хаммет или Дэйв Мастейн, вот, пожалуйста, для тебя есть стрела, вэшечка, 25,5 дюймов, 24 лада, 2 хамба, трехпозиционный переключатель, ручка громкости, тон. В общем, тот же самый набор тех же самых опций, просто вот в такой классной форме V. Черного цвета, кстати. Мы поторопимся перейти, наверное, к самому важному инструменту в этой линейке, к изюминке, я бы так даже сказал. Сейчас я его вам продемонстрирую. Вот она. Это супер гитара, которую можно подарить папе на день рождения. Или наоборот, папа может подарить эту гитару вам на день рождения, если вы, например, маленький ребенок. Самый интересный момент — это то, как она звучит при данном небольшом формате, потому что здесь все, в общем, те же самые спецификации, да, за исключением размеров. Ручка громкости одна, вот, черный металлистический цвет, в общем, на самом деле хорошее начало, наверное, карьерного пути для маленького металлиста, рокера. Это вот такой инструмент. Если бы мне такой инструмент подарили в детстве, я бы просто, честно говоря, обоссался от радости. Потому что, ну, это реально очень круто. Это круто выглядит. Сейчас послушаем, так же ли это круто звучит. Норм, давай оставим, это супер круто. Такие гитары не выносят, на самом деле, нормальные человеческие атаки, ну, нередко. Вот, начинают сразу как-то ползти, как-то звучать расхлябанно. Тут вроде бы все даже как-то по-взрослому. Вот. Можно такой инструмент даже купить себе в качестве трейл-гитары, просто закинуть его маленький чехольчик какой-нибудь за спину и, в общем, таскать его везде за собой. Тоже такое применимо. А может быть, кто-то захочет отыграть и целый и огромный концерт на таком маленьком инструменте. Такая интересная линейка S от компании Solar. На любой вкус и цвет тяжелой музыки, конечно, потому что, ну, может быть, конечно, найдутся какие-то извращенцы, которые попробуют сыграть какой-нибудь там джазец на этих гитарах, но я бы, конечно, не советовал, потому что звукан здесь все-таки больше в тяжелую сторону, в темную сторону музыки направлен, так же, как и внешний вид. Классные инструменты, всяческие разные прикольные формы, цвета, варианты покрытия есть. В общем, точно вы найдете для себя что-то свое в этой линейке. Если вы любите тяжелую музыку и вы ищете себе недорогой, но очень качественный, хороший инструмент, могу вам отрекомендовать, хотя бы точно потестить гитары S от компании Solar.
Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, заходите в соцсети, обязательно оставляйте ваши комментарии, пробуйте эти инструменты и увидимся в следующих видео. Пока!